Замечательно. Добрый вечер, друзья. Сегодняшний рассказ я назвал «Есть ли жизнь на Венере?». Ну, вы понимаете, что это лишь повод для того, чтобы поговорить о Венере вообще. Жизнь на Венере мы еще не нашли, хотя в последние месяцы появились некоторые факты, которые заставили нас более внимательно смотреть на Венеру. Об этом мы еще поговорим. Но разговор о Венере вообще стоит того, ведь время от времени она становится ближайшей к нам планетой. И такой красоты, как Венера демонстрирует нам на вечернем небе, ну, просто не с чем сравнить. Луна обычно по ночам привлекает наше внимание, но Венера по вечерам и утром. Вот в последние дни, если вы просыпаетесь достаточно рано, когда солнце еще не взошло, Венера великолепно выглядит на утреннем небе. А я люблю ее смотреть на вечернем. У меня ночной образ жизни, и по вечерам я обычно работаю. И вот такие снимки из своего рабочего окна, из домашнего окна, а чаще всего из кухонного окна, я люблю делать просто с фотоаппаратом, чтобы на еще полутемном фиолетовом небе увидеть яркую Венеру. Честное слово, нет ничего красивее Венеры. Давайте вспомним, какие светила названы женскими именами. Селена и Венера – самые красивые два светила ночного неба. Все остальные – мужчины. А Венера и Луна привлекают наш взгляд в первую очередь, конечно. Посмотрите, как ярко выглядит Венера на ночном небе. Она никогда не поднимается высоко над горизонтом, поскольку всегда гуляет недалеко от Солнца. Либо утром, либо вечером. Но вот так ни одно другое светило не оставит свой след в виде дорожки, бегущей по поверхности моря, а Венера оставляет, она очень яркая. Или вот, пожалуйста, Венера, которую мы видим на фоне звездного неба сквозь окно деревенского дома. Ну а на ночном небе, когда солнце достаточно глубоко под горизонтом, Венера просто перебивает своим светом все остальные светила. Даже яркие звезды, которые вы тут видите, это звезды Плеяд, они ни в какое сравнение не идут с Венерой. Рядом с ней просто ничего не видно. Это настоящий фонарь. Вот теперь давайте подумаем, почему она привлекает наше внимание как небесный объект. Не просто как светило, как звездочка на небе, а как планета, к которой притянут взгляд астрономов. Вот Солнечная система. 4 планеты, похожих на Землю. Мы так и называем их. Планеты земного типа. Меркурий, Венера, сама Земля и Марс. Они ближе всего к Солнцу. Остальные дальше. Остальные – это гиганты. Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Почему же именно Венера и Марс так интересны с точки зрения их изучения астрономами, и не только, и биологами, кстати говоря? А вот почему. На разном расстоянии от Солнца планеты получают разное количество тепла. Есть сравнительно небольшой диапазон расстояния от Солнца, так называемая зона жизни, точнее говоря, зона возможной жизни, потому что мы не уверены, что жизнь есть на этих планетах, но она могла бы там быть. Для нее там складываются условия. Так вот, в зоне жизни температура на поверхности планеты близка к земной, от 0 до 100 градусов по Цельсию. То есть это тот диапазон, где вода может быть в жидком состоянии при нормальном давлении. Ну, а вода – это жизнь, по крайней мере, для всех организмов, с которыми мы знакомы на Земле, в первую очередь, конечно, нужна вода. Так вот, зона жизни подвижна. В течение миллиардов лет она понемногу отодвигается от Солнца, и вы тут это видите. Когда Солнце было молодым, оно не так тепло, не так мощно облучало планеты, и зона жизни была немножко ближе к нему. И планета Венера, а она тут вот такая оранжевая, вторая от Солнца, она была в зоне жизни. Да, на ее теплом крае, там, где достаточно мощное солнечное освещение, но все-таки внутри зоны жизни. И условия, в принципе, мы не знаем точно, в принципе, могли бы быть на поверхности Венеры близкие к современным земным. За прошедшие 4,5 миллиарда лет зона жизни отодвинулась от Солнца, и она приблизилась к Марсу. Когда-нибудь мы поговорим о Марсе, но сегодня разговор о Венере. И Венера уже вышла из зоны жизни, а Земля по-прежнему в ней. Но надо понимать, что это само по себе понятие довольно условное.
мы представляем себе все планеты более или менее похожими на Землю. Но ведь не только солнечный свет определяет климат на планете. Он зависит еще от многих параметров этой планеты, и прежде всего от ее атмосферы, от того, как планета отражает лишнее или сохраняет ей необходимое, а может быть и слишком большое количество тепла у своей поверхности. А тут в первую очередь важна атмосфера. Об атмосфере Венеры будет особый разговор. Но именно потому, что когда-то на Венере были условия, что-то я сегодня, не в голосе, когда-то были условия благоприятные для жизни, она нас в первую очередь и интересует. Но почему когда-то? А почему не сегодня? Об этом мы тоже поговорим. Вот все планеты Солнечной системы, включая планету Карлик, Плутон, я ее специально тут поместил, чтобы было видно, что это карлик. Все планеты в одном масштабе. То есть вот так они рядом друг с другом выглядели бы. И сразу обращаем внимание, что есть планеты-близнецы. Ну, например, Юпитер и Сатурн. Если не брать во внимание кольцо, то это два гиганта, которые не слишком сильно отличаются друг от друга. Уран и Нептун тоже почти братья, почти близнецы. И Венера с Землей. На этом рисунке вы их почти не отличите друг от друга по размеру. Да, они действительно очень похожи. Они почти одного размера. Вот тоже в одном масштабе. Две фотографии, Венера слева, Земля справа. Венера чуть-чуть меньше, 90% от размера Земли, и примерно столько же процентов от земной массы, ну, чуть поменьше. Во всяком случае, более похожей на Землю, чем Венера, в Солнечной системе нет. Похожей внешне. Ну, в первую очередь мы, глядя на любую женщину, обращаем внимание на внешность, в том числе и на Венеру. Кстати, у Земли тоже женское имя, и она тоже прекрасна. В начале 60-х, то есть накануне первых полетов к Венере, еще были представления о Венере как о копии Земли. Может быть, не полной копии, но как о Земле в какие-то прошлые каменноугольные времена. Венера – копия молодой Земли, так думали многие ученые, ну а за ними и писатели, которые писали фантастику. А если это были ученые-писатели, то они, конечно, писали фантастику, основываясь на научных представлениях той эпохи. Ну, например, братья Стругацкие. Ведь один из них, Борис, был профессиональный астроном. Он прекрасно знал, как ученые той эпохи представляют себе Венеру. Так ее и описывали братья Стругацкие в своей замечательной книге «Страна багровых туч». Перечитайте ее. Или возьмите впервые в руки, очень советую. Я недавно перечитал и нашел там массу интересного. Хотя представления о Венере, конечно, изменились. Но в ту эпоху они были именно такими. Замечательный наш фантаст и, кстати говоря, прекрасный шахматист Александр Казанцев тоже написал в ту эпоху «Планета бурь». Его роман о Венере потом был экранизирован фантастическим нашим режиссером Павлом Клушанцевым. Вообще, надо сказать, это человек, по стопам которых пошли уже все остальные настоящие кинорежиссеры-фантасты. То, что он делал, это полное соответствие науке тех лет. Вот посмотрите, как в его «Планете бурь» представлена Венера. Океан жидкой воды, температура близкая к земной, может быть, чуть-чуть потеплее. И флора и фауна примерно нашего каменноугольного периода. Там вы увидите. Пересмотрите этот фильм, в нем много интересного. Вы увидите, например, диплодоков, таких похожих на некогда гулявших по Земле. В общем, представление о Венере было как о Земле прошлых ну даже сотен миллионов лет. Динозавры не так уж давно жили на нашей планете. Чем же не закончилось, а как же развивалось представление о Венере со временем? Вы знаете, ее трудно было изучать. Я уже говорил, она ближайшая к нам, по крайней мере, время от времени становится наиболее близкой планетой. А в чем же причина? Почему трудно? Потому что Венера и Меркурий находятся внутри орбиты Земли. А значит, они никогда на небе не удаляются далеко от Солнца. Вот внешние планеты, Марс, Юпитер, Сатурн, мы их можем наблюдать полностью освещенными Солнцем в моменты противостояния и достаточно близкими при этом к Земле. А Венера и Меркурий всегда в лучах Солнца купаются. Бывают, правда, моменты, когда Солнце их освещает полностью, но в этот момент Венера находится за Солнцем, и Солнце ослепляет телескоп и астронома-наблюдателя.
На этом рисунке показаны максимальные угловые расстояния, максимальная, как говорят астрономы, элонгация, то есть удаление от положения Солнца на небе, которого достигают Меркурий и Венера. Меркурий вообще никогда не уходит далеко от Солнца, и мы только ранним утром, поздним вечером его можем видеть. Кстати говоря, вот эти несколько дней еще дают нам возможность по утрам наблюдать Меркурий, довольно редкое явление. Советую в хорошую погоду проснуться перед восходом Солнца и увидеть Меркурий. Мало кто его видел. Говорят, Коперник вообще никогда не видел Меркурий. Венера немножко дальше удаляется, до 47, иногда до 48 градусов. Это уже заметный угол. То есть мы можем ожидать, что Солнце ушло под горизонт, опустилось на достаточную глубину, так что небо стало темно-фиолетовым или почти черным, а Венера все еще видна на небе, ее можно изучать. На этой анимации показано, как Венера движется относительно Солнца. Когда мы ее наблюдаем полностью освещенной, она за Солнцем, или, по крайней мере, так близко к нему, что телескоп просто слепнет от его лучей. Когда же Венера находится на части орбиты, близкой к Земле, и мы можем наблюдать ее большого размера диск, она вообще не освещена Солнцем, мы видим абсолютно черную, а иногда и просто силуэт Венеры на фоне солнечного диска. Вот на этой последовательности фотографий, а это действительно реальные фотографии, сделанные одним и тем же телескопом в течение нескольких месяцев, вы видите, как Венера сейчас удаляется от Земли, а теперь приближается к нам, но все меньшую и меньшую часть освещенной ее поверхности мы можем видеть в телескоп. На последовательных фотографиях вы видите, Венера близко, но зато не освещена. Венера полностью освещена, но зато далеко от Земли. Вот еще замечательная серия фотографий, сделанная в 2004 году. И тут Венера проходила не на фоне солнечного диска, а немножечко в стороне от него. И мы увидели очень интересное явление. Это ночная полусфера Венеры, тут мы ничего не увидим, но ободок светящийся выдает нам присутствие ее атмосферы. В атмосфере Венеры солнечный свет преломляется, рассеивается в верхних слоях атмосферы, и мы видим, по крайней мере, чувствуем наличие плотной протяженной атмосферы у этой планеты. В свое время именно это позволило Михаилу Васильевичу Ломоносову вообще открыть факт того, что у Венеры есть атмосфера. В те годы, именно в мае 761 года, было замечательное явление – прохождение Венеры по Солнцу, то есть на фоне солнечного диска. Это явление астрономы наблюдали за тем, чтобы определить расстояние до Венеры, и соответствующий масштаб расстояний в Солнечной системе установить, одну астрономическую единицу. Множество экспедиций разъехались по всему земному шару, а в этом-то и была мысль, была идея наблюдения из разных точек Земли, как Венера будет проходить на фоне Солнца. Такой вариант позволял измерить расстояние до нее, параллакс Венеры. А Ломоносов остался у себя дома. Он к тому времени уже был не молод, не очень здоров, и он сидел у себя в Санкт-Петербурге в кабинете. Маленький, сравнительно, правда, неплохой немецкий телескоп у него был в распоряжении, и он тоже наблюдал это явление, закрыв объектив телескопа стеклышком, на котором свечка оставила черный налет, такой полупрозрачный. Это позволяло наблюдать глазом, не ослепнуть при наблюдении Солнца. И наблюдательный Ломоносов заметил очень сложное явление, когда, сходя с поверхности Солнца, вот перед вами это, конечно, не эпоха Ломоносова, это мы недавно фотографировали, диск Венеры приближается к краю, к лимбу диска Солнца, и тогда тоненький ободок светящийся появляется вокруг Венеры, и даже ободочек, вот лимб Солнца немножко преломляется и становится таким выпуклым. Именно это Ломоносов зарисовал и назвал «пупырь на Солнце образовался». И правильно интерпретировал это дело, что у Венеры есть знатная, как он писал, атмосфера. Вот изумительное открытие, поскольку многим астрономам того времени, снабженным хорошими телескопами, в хороших местах они наблюдали это событие, не бросилось в глаза это. А Ломоносов вот
то ли интуиция подсказала, то ли действительно он это так четко отметил глазом. Во всяком случае, он считается первооткрывателем атмосферы Венеры. И с тех пор в научной литературе всех стран это называется эффект Ломоносова. А почему я об этом так говорю долго? А дело в том, что мы сегодня эффект Ломоносова используем для наблюдения, для обнаружения атмосфер у далеких планет, находящихся за пределами Солнечной системы, у планет иных звезд. Именно этот эффект рассеяния света звезды в атмосфере планеты позволяет нам обнаружить атмосферу у таких далеких планет, которых мы практически и не видим, а только догадываемся об их существовании. Но свет той звезды, родительской звезды, проходя через атмосферу планеты, оставляет в ее спектре линии поглощения атмосферных газов. Эта планета рассказывает нам о том, какие газы слагают ее атмосферу. Но обратимся все-таки к Венере. Мы ее впервые надежно, уверенно увидели и сфотографировали только с помощью космических аппаратов. В 60-е начались полеты к Венере, а точнее говоря, мимо Венеры пролетные аппараты были советские и американские. Вот первые фотографии пришли на Землю и показали нам, что эта планета полностью затянута облачной атмосферой, что мы не видим ее поверхность. И, как правило, фотографии были сделаны в ультрафиолетовом диапазоне с той мыслью, что в ультрафиолете более четко, более контрастно видны детали облачной структуры. Да, так оно и оказалось. Но для человеческого глаза, конечно, Венера не так контрастно выглядит. Это скорее такие фиолетовые и ультрафиолетовые снимки, но на них обнаружилось два очень интересных явления. Во-первых, атмосфера Венеры очень быстро вращается. Вот тот верхний облачный слой, который мы видим из космоса, он стремительно летит, делает четырехсуточные кругосветные путешествия вокруг планеты. То есть с периодом в четверо суток всего лишь обращается атмосфера Венеры, ее верхние слои. Несмотря на то, что сама планета очень медленно вращается, грубо говоря, вообще не вращается. 200 с лишним суток длится ее оборот, причем он происходит в обратную сторону, не в сторону ее движения вокруг Солнца, как у всех остальных планет происходит вращение вокруг оси, а в обратном направлении, что до сих пор удивляет астрономов, и никакого объяснения этому явлению мы не находим. И почему сама планета так медленно вращается, мы тоже не знаем. А вот атмосфера живет своей жизнью. Верхний облачный слой, ну, то есть верхние слои воздуха этой планеты, стремительно летят вокруг нее. Это называется суперротация. И, честно говоря, детального объяснения этому явлению тоже пока нет. В результате атмосфера как бы поделена на две части. Относительно экватора одна часть облачного слоя в виде такой гигантской спирали наматывается на один, ну скажем, на южный полюс, вторая часть в виде второй гигантской спирали наматывается на северный полюс. Это явление нам знакомо. Наши циклоны и антициклоны, вообще говоря, с тем же физическим эффектом связаны. На вращающемся теле движение воздушных потоков происходит в виде вихрей. Наши циклоны и антициклоны размером там, по 1000–1500 километров то же самое нам демонстрируют. Но на Венере два таких гигантских циклона из-за небольшой скорости вращения, и они, наверное, всегда, во всяком случае, миллионы лет уже движется от экватора к одному и к другому полюсу. Но если посмотреть на полюса Венеры, а вот эта фотография, она такая составная фотография перед вами, вы видите слева половину Венеры, освещенную Солнцем, это дневное полушарие, а справа второе, ночное полушарие, которое сфотографировано в инфракрасных тепловых лучах. Оба снимка сделаны спутником, который обращался вокруг Венеры, и, в общем, представляют нам полную картину облачного покрова этой планеты. И мы видим, что этот гигантский циклон наматывается, и воздух, ну, назовем его воздухом, газ венерианской атмосферы понемногу приближается к ее полюсу. Но там ему надо куда-то деваться, очевидно, он должен потом возвращаться к экватору, к тому месту, где Солнце нагревает поверхность. Да, там, в районе полюса,
газ устремляется в такую воронку, вот она прям видна на этих 4 фотографиях, это полярная воронка, опускается в нижние слои атмосферы и возвращается к экватору. И вот этот круговорот атмосферы от экватора к полюсу и от полюса к экватору происходит непрерывно. Собственно говоря, и на Земле примерно то же самое происходит, но земная атмосфера немножко более тонко устроена, я бы сказал. На ней несколько таких ячеек водоворотов, а на Венере всего лишь 2. Одна в северном, а другая в южном полушарии этой планеты. Говорят те, кто восстанавливал баланс цвета, что вот наиболее точный вид Венеры для нормального глаза человека, вероятно, выглядел бы так. То есть контраст небольшой, и мы с трудом различаем полярные районы здесь. Но скажу вам по секрету, я, например, дальтоник, и мои глаза более чувствительны к голубым лучам, и у меня цветовое разрешение более тонкое в голубой области. Так что, наверное, мой глаз все-таки увидел бы атмосферу Венеры вот так. А между нами говоря, дальтоников немало на белом свете. Так что каждый видит Венеру по-своему. Ну, продолжим дальше разговор о Венере. Чем объясняется климат? Какие факторы влияют на климат любой планеты? Конечно, притоком и оттоком тепла. У самой планеты, ну, у такой планеты, как Венера и Земля, внутренних источников тепла практически нет. Они очень слабы. Радиоактивные элементы немножко подогревают поверхность планеты, но это небольшой поток. Главный поток энергии приходит от Солнца в виде света солнечного. И тут проблема в том, сколько планета поглощает, а сколько отбрасывает, отражает от себя. Коэффициент отражения света любой планетой характеризуется таким астрономическим термином, ну, он вообще и у физиков принят, как альбедо. Альбедо – это доля отраженного света. Ну, альбедо 0, значит, абсолютно черное тело, оно все поглощает. Альбедо единица – это абсолютно белое тело, такой матовый бильярдный шар, который все отражает. Вот вы можете посмотреть, какое альбедо имеют разные знакомые нам покровы нашей Земли. Ну, вода плохо отражает свет, почти весь он проходит внутрь, лед получше, снег бывает разный. Вот недавно в Москве выпал первый свежий белый снег, пушистый, белый, он хорошо отражал свет, еще не было на нем городской грязи, он примерно 85% света отражает. Но к марту, когда снег в городах становится черным, грязным, он отражает уже немного, меньше половины солнечного света. А вот диапазон альбедо космических объектов, он даже шире того, что нам земные покровы предлагают. Например, самый темный, ну, один из самых темных, есть еще потемнее даже, астероид Матильда, он отражает меньше 5% падающего на него света. А что это значит? Значит, 95% света Солнца он поглощает и нагревается. То есть поверхность его должна быть теплее, чем находящихся рядом с ним других, более белых тел. А вот спутник Сатурна, Энцелад, он постоянно покрыт свежим снегом. Если вы помните, на Энцеладе ледяной купол, который в районе южного полушария потрескался, и оттуда вот уже много лет, даже больше 10 лет мы это наблюдаем, бьют такие гейзеры водяные из подледного океана. И потом эта вода превращается в снег, обратно падает на поверхность Энцелада. То есть Энцелад, он как ноябрьский сугроб в Москве. Он постоянно покрыт свежим снегом, и поэтому снег там даже более белый, чем у нас на Земле, и почти 98% солнечного света отражает. Перед вами такой пример, который я очень люблю. Вы идете по дороге, у вас пешеходная дорожка бетоном покрыта, а для автомобилей асфальтом. Так вот, асфальт всегда темнее, чем бетон, потому что у асфальта альбедо 10%, а у бетона 50%. И в солнечный день приложите руку к асфальту, если машин нет рядом, и к бетону. И окажется, что бетон прохладный, а асфальт горячий, иногда даже очень горячий, иногда даже плавится под каблуками. А ведь свет солнца одинаково сильно падает на обе поверхности. Вот это как раз демонстрация того, что при низком альбедо поверхность нагревается, а при высоком она отбрасывает солнечный свет и остается прохладной. Казалось бы, все ясно. Чем
больше альбедо, тем холоднее космический объект. И вот перед вами загадка природы. Две планеты – Меркурий и Венера. Давайте сравним их. Во-первых, по альбедо. Меркурий – темное тело, как наша Луна. У него альбедо всего лишь 7%, то есть 93% солнечного света поглощаются его поверхностью. К тому же Меркурий ближе к Солнцу. Он находится примерно вдвое ближе к Солнцу, это расстояние в астрономических единицах от Солнца, вдвое ближе, чем Венера. У Венеры альбедо почти 90%, то есть только 10% солнечного света она поглощает, а 90% отбрасывает. Какой вывод можно было бы сделать на основе этих двух чисел? Меркурий должен быть горячим, он ближе к Солнцу и все поглощает. Венера дальше от Солнца и почти все отражает, она должна быть холодной. Что же в действительности? Да, днем, а дни на Меркурии долгие, днем в районе экватора поверхность Меркурия довольно горячая, градусов 400 выше нуля. Ночью очень холодная. Если взять среднесуточную температуру, ну, она примерно такая, как на глубине 1 метра под поверхностью, где нет уже колебаний температуры. На экваторе Меркурия средняя температура плюс 67. Ничего страшного. А на полюсах вообще глубокий минус, минус 75. То есть так средняя по планете температура около нуля на Меркурии, несмотря на то, что он поглощает солнечный свет и очень близко к Солнцу находится. На Венере, на поверхности Венеры, и днем, и ночью, и на полюсах, и на экваторе температура плюс 460 с лишним градусов. Кошмар! Адская температура. Некоторые металлы плавятся при такой температуре. В чем же загадка? Почему Венера такая горячая? Ну, конечно, загадка в атмосфере. Меркурий ее лишен, а у Венеры плотная атмосфера. Этот эффект называется парниковый. Но сначала вспомним про то, как мы нагреваем кастрюлю в кухне. Нам надо вскипятить воду. Мы на максимум ставим горелку, она нагревает кастрюлю. Но если крышка открыта, вода никак не закипает. Определенной температуры достигает, но не 100 градусов, никак не хочет кипеть. Видимо, комфорка слабая. Но мы не можем увеличить приток тепла. Тогда что мы делаем? Мы закрываем крышку. И при том же притоке тепла, но при пониженном оттоке, потере тепла, температура повышается, вода закипает. Вот это такой кастрюльный эффект. А почему его называют парниковым? Ну, потому что парник более наглядно представляет этот эффект. Вот ранняя весна, на грядках еще холодно, иногда даже снег лежит. А в этом прозрачном сарайчике тепло и помидоры растут. Почему? Потому что парник накрыт либо стеклом, либо пленочкой, которая хорошо пропускает солнечный свет. Именно свет, видимый свет солнца, который нагревает землю в парнике, земля пытается остыть. Какие у нее есть варианты? Ну, либо горячий воздух должен выйти из этого сарайчика, но мы закроем дверь и горячий воздух не выпустим. Тогда единственная возможность остыть у воздуха в парнике – это испустить тепловое инфракрасное излучение. Но оказывается, что и оконное стекло, и пленка полимерная непрозрачны, ну почти непрозрачны для инфракрасного излучения. И тепло оказывается запертым, и температура повышается. Вот поэтому его и называют парниковым, этот эффект. В атмосфере любой планеты он работает примерно так же. Я вам показываю пример земной атмосферы. Приходит на каждый квадратный метр Земли 340 ватт солнечного тепла. Они проходят почти целиком, немножечко отражается от облаков, но многое проходит к Земле, нагревает Землю. Земля пытается остыть, а некоторые газы в атмосфере Земли не выпускают инфракрасное излучение. Ну, горячий воздух вообще не может уйти в космос. Земля его держит своим притяжением, а инфракрасный свет не может протиснуться сквозь некоторые молекулы. Ну, наиболее активными поглотителями инфракрасного света являются молекулы воды, углекислого газа, метана. Ну, метана не очень много, но он очень важный поглотитель инфракрасного света. Вот так парниковый эффект работает на любой планете, в том числе и на Венере. К чему же это приводит? Вот перед нами 4 планеты земного типа.
Ну, я вместе собрал Меркурий и Луну, потому что они оба лишены атмосферы. Нет атмосферы, нет парникового эффекта. У Марса атмосфера разреженная, она все-таки есть, но очень разреженная. Парниковый эффект невелик, плюс 8 градусов к тому, чтобы было при отсутствии атмосферы. У Земли атмосфера солидная, и благодаря ей средняя температура нашей планеты повышается почти на 40 градусов. Слушайте, это замечательно. Представьте, если бы не было парникового эффекта. Сегодня средняя температура Земли плюс 15, а было бы минус 25. И что? Все океаны замерзли бы, Земля покрылась бы снегом, ну, в общем, жизни на Земле бы не было. Но благодаря нашей атмосфере мы живем в комфортных условиях. А венерианская атмосфера, она состоит практически из чистого углекислого газа, и она очень плотная, там очень много этого газа. Она почти не выпускает инфракрасный свет, и поэтому разогревается на 500 градусов выше того, что было бы при отсутствии атмосферы. Именно эти почти 500 градусов она и имеет на своей твердой поверхности. Вот так выглядит Венера. И это ее облачное, точнее атмосферное одеяло обеспечивает ей такой адский горячий климат на поверхности. Надо сказать, атмосфера Венеры изучена довольно хорошо. За последние годы, особенно туда, да и в 60-е, и в 70-е, особенно в последние годы, летало несколько спутников, и не только советских, и американских, как первые годы космонавтики, но и европейские страны. Вот европейский замечательный спутник Венера-Экспресс, который 10 лет работал на орбите, не опускаясь вниз, на орбите работал и изучал динамику венерианской атмосферы. И японский Акацуки летал, и тоже очень хорошо поработал в течение, по-моему, около 10 лет. Вот, кстати говоря, в левой части слайда вы видите фотографию, полученную японским аппаратом. Японцы хотели увидеть как можно более глубокие слои венерианской атмосферы. И еще на Земле с помощью расчетов нашли так называемые спектральные окна, то есть те диапазоны спектра, в которых углекислый газ не так сильно поглощает, как в других частях спектра. И да, им удалось протиснуться на довольно большую глубину своим фотоаппаратом. Например, этот снимок показывает ночное полушарие, абсолютная темнота. А откуда же изображение? Снизу, изнутри, с поверхности Венеры идет мощный поток тепла, это инфракрасное излучение. И сейчас мы видим именно инфракрасное излучение, но все-таки не поверхности. От поверхности это излучение не доходит до космоса. Мы видим инфракрасное излучение глубоких слоев венерианской атмосферы. Примерно на глубине, порядка 50 километров, точнее так, на высоте примерно 50 километров от поверхности Венеры. То есть у нас на Земле 50 километров – это уже стратосфера, крайне разреженный слой воздуха, туда и аэростаты с большим трудом поднимаются. А на Венере это, наоборот, глубокая и уже почти непрозрачная атмосфера. Вот на этих глубинах, там от 50 до 55 километров, атмосфера Венеры нагрета уже до 100 градусов. И там воды жидкой уже не может быть. Там водяной пар в небольшом количестве, а в основном углекислый газ. А облака? Из чего же облака этой странной планеты состоят? А облака состоят из капелек концентрированной серной кислоты. Нельзя сказать, что ее там очень много. Сунув туда голую руку, вы прям ожога не получите. Но все-таки это аэрозоль, эти мелкие капельки концентрированной серной кислоты, они довольно плотно заполняют эти слои венерианской атмосферы и создают определенные проблемы для тех форм жизни, которые могли бы там быть. Хотя я консультировался у биологов, они говорят, при такой концентрации ничего страшного. Многие наши микроорганизмы в такой углекислой атмосфере с присутствием капелек серной кислоты вполне могли бы приспособиться. У нас есть очень устойчивые микроорганизмы на Земле. Так что мы об этом еще поговорим. Пробиться к поверхности Венеры оказалось не так легко. Первые попытки, а собственно вообще все попытки посадить космический аппарат на поверхность Венеры принадлежат советским инженерам. Была большая эпопея нашей космонавтики, когда один за другим все лучше и лучшего качества запускались аппараты с целью
сесть на поверхности и исследовать твердую поверхность Венеры. Первые аппараты до нее не долетали. Почему? Потому что не было представления о том, какая все-таки плотная и горячая атмосфера у этой планеты. Первые аппараты гибли, еще опускаясь на парашюте, потому что рассчитанные на давление 15-20 атмосфер, что казалось невероятно многим, они просто погибали от большого внешнего давления, их расплющивало, и они переставали работать. Инженеры делали все более и более прочные аппараты, и, наконец, решив, что они победят венерианскую атмосферу, я помню, сделали поколение аппаратов серии «Венера» с титановыми корпусами, рассчитанными на давление в 200 атмосфер. Но это просто как у самых наших крутых подводных лодок в ту эпоху. И да, и это сработало. Стали долетать в работоспособном состоянии до поверхности Венеры аппараты, садиться на нее. Вот первыми Венера-7, Венера-8 тогда прилетели, сели и некоторое время работали. Почему недолго? Ну, во-первых, аккумуляторы определяют длительность работы электроники. Во-вторых, и, наверное, это более важно, горячая атмосфера Венеры постепенно прогревает аппарат, тепло добирается до тонкой электроники и выводит ее из строя. Так что, какими бы надежными не были наши аппараты, они работали от часа до 2 часов и сопротивляться атмосфере Венеры более были не способны. Представления о твердой поверхности были не очень четкие. На этой фотографии, ну это рисунок, конечно, на этом рисунке вы видите любопытную вещь. После посадки должна была отделиться специальная антенна, которая гарантировала связь с Землей даже в том случае, если аппарат упадет в какое-нибудь жидкое болото, в общем, какой-то резервуар с жидкостью, ну, скорее всего, с водой подразумевалось. На этот случай даже был такой удивительный сахарный замок поставлен. То есть вода должна была растопить кусочек сахара, и он отскакивала от этого аппарата антенна, и она могла расположиться на поверхности так плоско, потому что сам аппарат мог колебаться в жидкости, а это такая более надежная конфигурация у радиоантенны, которая позволяла поддерживать радиосвязь с Землей. Но такие наивные довольно представления были о том, какова Венера. Но узнав, что температура на поверхности 460 градусов, конечно, инженеры поняли, что никаких водоемов там ни из какой жидкости быть не может, так оно и оказалось. Очень удачная серия наших продвинутых аппаратов Венера-9, 10 и так далее, вплоть до Венеры-14 и 2 века, о которых я расскажу. Вот выглядели они вот так. Они опускались на парашюте, но понимая, что парашют сильно замедляет спуск в нижних плотных слоях атмосферы, его в какой-то момент спуска отстегивали. Потому что если бы спуск продолжался долго, то аппарат, еще не достигнув поверхности Венеры, нагрелся бы так сильно, что вышел из строя. Надо было достаточно быстро пройти горячие слои атмосферы, поэтому парашют отстегивался, и аппарат вот в таком виде, без парашюта, уже падал на поверхность. Его тормозил небольшой щиток, которого вполне было достаточно, потому что воздух очень густой там, ну что-то среднее между земным воздухом и нашей водой, вот такой густой. Давление газа у поверхности Венеры 92 атмосферы. Это как на глубине 1 километра в наших океанах. И в такой густой атмосфере вполне можно было опускаться вот на таком металлическом мини-парашютике. Это антенна, а все остальное приборы. И действительно очень полезные были аппараты. Они передавали фотографии, сейчас покажу поверхности Венеры, и даже бурильный механизм был, который брал пробу грунта, отправлял ее внутрь космического аппарата сквозь специальный шлюз, и там происходили исследования химического состава. То есть это замечательный эксперимент, если учесть, что он с тех пор, а это начало и середина 80-х, так и не был никем повторен. Ни одна другая страна ни до, ни после нас таких экспериментов по изучению Венеры не делала. Последние 2 отечественных аппарата и вообще последние 2, коснувшихся поверхности этой планеты, были в составе космических зондов Вега-1 и Вега-2. Видите, они уже носили имя не Венера, а Вега,
потому что это сочетание двух корней. Венера, Галлей. Дело в том, что эти аппараты, пролетая мимо Венеры и отправляя на ее поверхность посадочный аппарат, потом продолжали свой полет дальше, это 1986 год, и встречались с ядром кометы Галлея, что тоже было впервые. Фантастически удачная, сложная экспедиция, полностью реализованная тогда инженерами. И поэтому сложилась такая вот аббревиатура «Вега». Любопытно. Я посмотрел недавно старый фильм Клушанцева, и оказалось, что тогда он отправил своих персонажей тоже на космическом аппарате «Вега». Конечно, он подозревать даже не мог, что «Веги» полетят на самом деле к Венере. Но вот каким-то образом он назвал, видимо, в честь звезды, яркой звезды «Вега», свои выдуманные фантастические ракеты этим же именем. Удивительно, как переплетаются в жизни такие истории. В составе аппаратов «Вега» впервые был атмосферный зонд, то есть аэростат. Посмотрите, какой сложный эксперимент. И комету Галлея исследовал этот аппарат, и посадку на Венеру обеспечил посадочного аппарата. И еще в процессе спуска этот посадочный аппарат выпускал из себя автоматически надуваемый баллон, он небольшого размера, сейчас я вам покажу, он примерно такой. Ну, сам посадочный аппарат роста человеческого, где-то 1,70 м, но баллон где-то около 3 метров в диаметре, и к нему была прикреплена небольшая гондола с научной аппаратурой. И он несколько суток, и один, и второй, там, Вега-1, Вега-2 было, летал в атмосфере Венеры, и практически каждый из них осуществил кругосветное путешествие, потому что атмосфера сама с 4-суточным периодом обносит любой воздушный шар вокруг планеты. Замечательный эксперимент. К сожалению, тогда ни у кого не было даже мысли о поиске каких-то биологических объектов в атмосфере Венеры, о чем мы сегодня еще будем говорить. А ведь можно было снабдить эти аппараты маленьким биологическим сенсором, возможно, тогда произошло бы замечательное открытие. Но открытие вот только в нашу эпоху произошло. Итак, сев на поверхность Венеры, эти аппараты передавали панорамы, то есть длинные такие фотокадры, точнее телевизионные кадры от горизонта, когда камера поворачивалась к одному горизонту, потом поворачивалась к самому вниз, к подножию космического зонда и к другому горизонту. С одной стороны одна камера, на другой стороне посадочного аппарата вторая. И если склеить эти две панорамы, вы получали полный обзор поверхности в месте посадки. Вот это первые панорамы Венера-9 нам передала, они еще черно-белые были тогда. Затем Венера-13 передавала уже более качественные панорамы. Вот тут вы видите приборы, которые на кронштейне были отброшены, такой пенетратор, он втыкался в грунт венерианский и пробовал его на жесткость, на прочность. Ну, а это такая марка для того, чтобы восстановить яркость и цвет. Дело в том, что панорамы-то были цветные, но лучше выглядят черно-белые, я вам их показываю, а особого цвета у поверхности Венеры вы не увидите. Чуть позже я вам покажу цветные, но они выглядят просто оранжевыми, одноцветными. А вот это лежит крышечка, такая пенополиуретановая крышечка, сброшенная с объектива телевизионной камеры, ну, чтобы защитить его во время полета вниз, а потом открыть и дать возможность фотографировать. Можно, в принципе, исправить эти панорамы так, чтобы они более привычный нам вид имели, чтобы горизонт проходил горизонтально. Тогда вот мы от горизонта смотрим вниз, видим посадочная платформа самого аппарата видна, крышечка, сброшенная с объектива, и горизонт со второй, с другой стороны, 180 градусов мы повернулись. Вот так выглядит цвет венерианской поверхности. Дело в том, что из всех цветов только лучи оранжевого, красного, оранжевого цвета пробиваются сквозь плотную атмосферу Венеры к ее поверхности. Ну, так же, как мы на горизонте Солнца видим оранжевым, так даже в полдень на Венере все освещено оранжевым светом. Если восстановить цвета так, как будто бы голубое земное небо освещает поверхность Венеры, ну, мы бы увидели немножечко иначе эту поверхность, но тоже какой-то разноцветности на ней не видно. Довольно суровый такой горный пейзаж.
Вот Венера-14 нам передает свои панорамы. И тут я не могу не отметить один любопытный, можно сказать, курьезный факт, который произошел тогда. Некоторые знатоки фотографии, знатоки электронных способов монтирования фотографий сделали из этих вот предыдущих панорам какие-то более привычные для человеческого глаза изображения. Хотя они, конечно, такие немножко нечестные. Были взяты с краев изображения горизонта, перенесены в центр, и тогда такая вот складная картинка получилась. Ну вот на самом деле это, конечно, не настоящий горизонт, он справа и слева только был сфотографирован. Но для глаза человека это более привычный вид, и мы как бы стоим на поверхности Венеры и оглядываем ее человеческим глазом. Да, нам это как-то привычнее, вот такой вид, без искаженной перспективы. А обратите внимание, тут вот герб Советского Союза, то есть это наш аппарат, а не чей-нибудь там. Цвета, я уже говорил, кроме оранжевого на поверхности Венеры вы других цветов, наверное, и не увидите, потому что небо там всегда оранжевого цвета. Но лучше, конечно, не цветные смотреть, а черно-белые контрастные фотографии, на которых более четко видны детали. Вот сейчас о деталях мы и поговорим. Но это другая панорама. Как видите, пейзаж венерианский как-то не особенно привлекает взгляд. Он похож на окрестности земных вулканов, где натекла лава, застыла она, закристаллизовалась, и, в общем, никаких больше деталей мы не видим. Да и трудно было бы чего-то ожидать. Может быть, еще у кого-то возникнет впечатление, что это на морское дно похоже. Да, и на морское дно тоже. Безжизненное морское дно. Кроме изучения поверхности, конечно, большой интерес представляет атмосфера Венеры, и надо обязательно отметить замечательный американский эксперимент «Пионер Венера», который сразу и орбитальные аппараты для изучения атмосферы снаружи, и зонды, которые внутрь атмосферы внедрились. Вот на этой картинке это, конечно, не показано, как такой носитель атмосферных зондов выпустил их в разных направлениях. И они полетели на дневную сторону Венеры, на ночную сторону, в область экватора, в область средних широт, можно сказать, к полярным широтам, все-таки к средним. И одновременно исследовали атмосферу Венеры, спускаясь там на парашюте в разных частях. Один зонд был очень мощный, и 3 таких сравнительно небольших. Любопытно, что один небольшой зонд, пройдя сквозь атмосферу, упал на поверхность, еще некоторое время работал. Но у него не было приборов для изучения собственной поверхности. Он был предназначен для изучения газового состава атмосферы. Опускаясь на небольшие части венерианской поверхности, мы бы никогда не смогли получить полную географическую карту. Очевидно, сквозь облака мы никогда ничего не увидим. А как же быть? Радиолокация – надежный способ видеть сквозь облака. Первые радиолокационные карты Венеры были получены еще с Земли с помощью гигантских радиотелескопов. Кстати, должен отметить, что эта работа была выполнена с помощью крупнейшего в мире тогда телескопа на острове Аресиба, 300-метрового диаметра телескоп, радиоантенна. И вот буквально несколько дней назад она прекратила свою научную вахту. Там случились некоторые неприятности, порвались тросы, и, в общем, ее вывели из состава научных приборов земных астрономов. Очень жалко, это легендарная антенна. Дальше предстояла уже работа у самой планеты. Вот первая карта, полученная как раз радарами орбитального аппарата «Пионер Венера». Как видите, она не очень подробная, на ней не все широты, там нет полюсов, есть только средние и низкие, околоэкваториальной широты. Но уже какое-то представление мы тогда получили о глобальной географии Венеры, о каких-то, не назову это континентами, но все-таки областей возвышенных, областей низменных и даже какая-то горная провинция с высокими пиками. Вот на этой карте показаны места посадок всех посадочных аппаратов. Это, конечно, все советские аппараты Венера, 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 2 Веги.
И тот самый небольшой зонд американский, который не был предназначен для посадки, но все-таки достиг в работоспособном состоянии поверхности, надо отдать должное, он оказался способен сопротивляться атмосфере Венеры, не сломался, но научных данных практически не передал с поверхности. А глобальную карту получили уже специализированные спутники Венеры, которые были, по сути, летающими радиолокаторами. Это так называемый метод радиолокации бокового обзора, который дает очень четкую картину твердой поверхности, прощупанной сквозь облака. Первыми подлетели туда два советских аппарата, Венера-15 и 16. Вот так они выглядели. Радиолокатор, ну, собственно, его антенна была раскладная, такая в виде полудуги, но вполне себе надежная, работоспособная. И два этих наших радиолокационных венерианских зонда получили первые в истории карты венерианской поверхности. Не всей. Северное полушарие, причем до примерно широты 30 градусов, но это где-то около трети, ну чуть меньше трети всей поверхности Венеры было с разрешением в 1-2 километра, очень хорошее разрешение, впервые в 1983 году получено. Это тоже огромное достижение наших инженеров. И мы впервые получили карты поверхности Венеры, такие замечательные, с высоким разрешением карты отдельных областей венерианской поверхности. И там видны, вот, кстати говоря, это самая высокая гора, там кальдера на вершине древнего вулкана, вулканического, гора Максвелл. Как видите, это замечательная для геологов очень интересная карта, которая впервые рассказала о жизни венерианской поверхности. Потом подлетел космический аппарат американского производства «Магеллан», и он более глобальную и более четкую карту венерианской поверхности получил. Его разрешение линейное достигало иногда даже 100-150 метров. Ну, на этом глобусе, конечно, таких мелких деталей вы не увидите. Я тут хочу отметить только горную провинцию. И вот тот самый высокий пик, пик Максвелл, ну, в честь клерка Максвелла, который уравнение Максвелла написал, то есть фактически поставил на надежную основу радиотехнику, и вот благодаря радиолокации эта карта и получена. Но это единственное географическое название мужского рода. Все остальные географические названия на Венере, а их сотни, они в честь женщин, и реальных женщин, и легендарных, и сказочных. Там есть и Дюймовочка, и другие персонажи, и Баба-Яга даже есть. Ну, в общем, так или иначе прославивших себя в истории женщин, даны разным географическим пунктам на поверхности Венеры. Но если увеличить, вот здесь маленький кусочек карты я возьму, увеличу ее, как видите, очень детально передана структура венерианской поверхности. И уровни высоты, и радиолокационная альбедо, то есть качество... это я так делаю. Степень отражения радиолучей от поверхности Венеры. Вот там, где поярче, значит, радиоволны лучше отражаются. Перед вами вулкан. И вообще Венера богата вулканами, и там даже свежие вулканические извержения, богатые металлами, они лучше отражают свет, они довольно хорошо прослеживаются. Ну, тут не очень свежие. Но, в общем, так судить о жизни венерианской поверхности по этим снимкам можно. Можно в другой проекции показать эти радиокарты. Цвет тут, конечно, совершенно условный, к любым цветом можно это изобразить, но почему-то принято вот так это изображать. Ну, например, странные такие плюшки, выпирающие над средним уровнем венерианской поверхности на Земле. Мы таких, ну, может быть, отчасти гавайские вулканы нам дают представление вот о таких излияниях лавы, не в виде вулканического излияния, а просто проходящие в виде горячих потоков, таких плюмов, всплывающие из-под твердой поверхности Венеры, всплывающие вязкие горячие потоки вулканической лавы. Венера очень горячая внутри, на поверхности плюс 460, а значит внутри только горячее. И практически там горные породы плавятся уже на небольшой глубине под твердой поверхностью. Ну, вулканы там видны довольно четко.
Обратите только внимание, на подобных радиокартах не всегда выдерживается масштаб. Как правило, вертикальный масштаб и горизонтальный немножко разный. Вертикальный усилен, перепады высоты усилены, ну, чтобы выделить какие-то детали на поверхности. Вот в данном случае, по-моему, в раза в 3 усилен вертикальный масштаб, так что эта гора не настолько крутая, как может показаться. Ну, вот это такая вулканическая гора. А другие детали на поверхности Венеры — это, конечно, метеоритные кратеры. Они есть на любой планете. Но Венера уникальна тем, что там только большие метеоритные кратеры, а маленьких нет. Понятно почему. Небольшие метеориты, они просто не могут пробиться сквозь атмосферу Венеры. А если пробьются, то уже так затормозятся, что никакого кратера от своего падения, от удара о поверхность не оставляют. Только очень крупные метеориты размером, скажем, от километра и крупнее, это уже, по сути, астероиды целые, они могут без труда пробивать плотную атмосферу Венеры, и, естественно, кратеры только большие от их падения получают. Обращу ваше внимание, что лучшие карты Венеры созданы в нашем институте, Государственном астрономическом институте имени Штернберга. Мы, конечно, основываемся на всех и бывших советских, и бывших американских данных о венерианской поверхности, по радиолокационным данным, но карты у нас в отделе Луны делают очень детальные, очень удобные. Кстати, их там можно и скачать, и купить, и на стенку повесить, и изучать Венеру уже с помощью нормальных карт. Перед вами, конечно, уменьшенные их копии, вы тут всех деталей не увидите. Вообще-то эти карты очень детальные, и на них много интересного, для геологов очень любопытного вы можете рассмотреть. Все-таки повод к сегодняшнему разговору о Венере – это жизнь. Какие же условия там для жизни, есть ли она там? В этих пределах разные земные организмы способны существовать. За пределами этих чисел нет организмов, неизвестно на Земле организмов, которые могли бы поддерживать свою жизнедеятельность, размножаться, по крайней мере. Как видите, температурный диапазон очень узкий. Ну, от небольшого минуса до чуть больше, чем 100 градусов по Цельсию. Ну, есть такие гипертермофильные микроорганизмы, которые даже выдерживают кипячение при 100 градусах. Но это все-таки редкие бактерии. А кислотность, соленость, ну, в общем, довольно широких пределах. Давление вообще большого значения не имеет. У нас в Марианской впадине на глубине 11 километров в океане прекрасно плавают рыбки и размножаются микроорганизмы. Давление – это небольшая проблема, а вот температура, конечно, большая. Вы не найдете ни одно живое существо на Земле, которое бы выдерживало даже 150 градусов. О 450 и говорить нечего. Белки все сворачиваются при такой температуре, а мы все состоим из белков, и все живые организмы тоже. Так что разговор о жизни на Венере, казалось бы, надо навсегда забыть. Но, как видите, не все так думают. Например, разглядывая эти панорамы, мы ничего живого там, на первый взгляд, не видим. Но надо сказать, что эти панорамы, конечно, предъявлялись общественности, то есть публиковались в журналах, в научных и в популярных, только лучшие. А вообще говоря, за 2 часа работы на поверхности Венеры космический аппарат много раз, примерно каждые 20 минут, передавал очередную панораму. Одни были удачные, другие неудачными, на одних было больше радиопомех, на других меньше. Не все они, конечно, предъявлялись общественности, но они сохранились. И нашелся человек, который внимательно их изучил. Надо сказать, еще в те годы были определенные шуточки по поводу венерианской жизни. Вот если посмотреть внимательно вот сюда, вот в эту часть кадра, то там можно обнаружить, ну, тут еще, конечно, карандашом немножечко поработали шутники и предъявили нам в те годы, я хорошо это помню, в конце 70-х, такое вот венерианское существо. Ну, это, конечно, была шутка, всем понятная, и никто не претендовал на то, что это реальный какой-то организм, просто так вот пошутили. Но один из самых глубоких наших исследователей Венеры, планетолог известный, Леонид Васильевич Ксенфомолити,
который участвовал практически во всех подготовке всех экспериментов с полетами на Венеру, он взялся пересмотреть все фотографии, присланные с Венеры, и внимательно изучил одни и те же места поверхности рядом с посадочным аппаратом, переданные в разное время, в течение 1,5–2 часов работы аппарата на орбите. Но его интересовала все-таки поверхность, там, где очень жарко. И вот, рассматривая разные области вблизи посадочного аппарата, он, как ему показалось, обнаружил появление некоторых объектов. Он их называл объектами, даже давал им условные имена. Вот Скорпион, то его не было, то он появлялся, то снова исчезал на следующем кадре. Другие объекты он называл другими именами. Вот тот самый Сыч, которого в шутку вот здесь обвели карандашиком, а Леонид Васильевич серьезно посмотрел на это место. Ему показалось, что этот Сыч немножечко меняет свое положение в течение нескольких десятков минут съемки. Говорит ли это о жизни на поверхности Венеры? Большинство биологов считают, что это невозможно, что при такой температуре нет формы жизни, способной существовать. Другие биологи считают, что да, земных нет, но можно представить себе какие-то гипотетические формы жизни, основанные, может быть, не на углероде, не на жидкой воде, как растворитель, ее там нет жидкой воды, а на каких-то других элементах, например, на, ну, я не знаю, как силициум по-русски, напомните мне. Кремний, вот, вспомнил. Кремниевая долина у нас, да, у них, и у нас тоже. А на основе кремния, ну, правда, кремний не дает такое разнообразие химических полимеров, как углерод. Тем не менее, есть какие-то представления о высокотемпературной жизни. И вот Леонид Васильевич обратил наше внимание на то, что нельзя сбрасывать со счетов возможность жизни при температуре около 500 градусов даже на поверхности Венеры. По крайней мере, мы должны об этом помнить. Следующие полеты на Венеру, конечно, проверят эту гипотезу. Есть уже даже определенные инженерные проработки, как можно было бы венероходы создать. Но пока таких экспериментов еще не осуществлено. С другой стороны, пришли интересные предложения. Вы знаете, что уже 25 лет, с 1995 года, астрономы открывают планеты за пределами Солнечной системы, экзопланеты. Их как-то надо исследовать. А сейчас летает 2 космических аппарата, вот ТЭСС и немножко более простой Хеопс, которые выявляют все экзопланеты в пределах доступности для наших телескопов, и уже обнаружили очень много. Ну, биологи давно предлагают нам так называемые биомаркеры, те те соединения, те молекулы, которые либо поддерживают жизнь, либо являются продуктами жизнедеятельности. Ну, вода, например, H2O, да, нужна для поддержания жизни земного типа. Кислород, особенно вот в форме озона, он хорошо себя проявляет в спектрах. Он тоже такая простая молекула, можно искать ее в спектрах экзопланет. Ну, кстати говоря, углекислый газ тоже не исключает жизнь, но просто это жизнь такого примитивного типа. А продукт жизнедеятельности – метан. Вот обычно говорят об этих 4 биомаркерах. Но в последние годы стали задумываться и о том, что, может быть, какие-то более редкие молекулы есть, другие. Вспомнили о том, что некоторые микробные сообщества выделяют простую молекулу фосфин. Это фосфор H3, такая простая молекула. Иногда в болотах гниение происходит, такие микробные сообщества там перерабатывают органику, и над болотом поднимается вот этот фосфин, а от контакта с кислородом он загорается, и говорят, я, правда, сам никогда не видел, что ночью над болотом такие болотные огоньки гуляют. Вот этот фосфин там сгорает. Вспомнили о фосфине, и пришла идея, давайте проверим, а может и на планетах Солнечной системы есть что-то такое, по крайней мере, методы отработаем. Но дело в том, что сложные молекулы трудно выделить с помощью радиоастрономии. Старые радиотелескопы, вот типа того, который я вам показываю, работают в сантиметровом диапазоне, а молекулы светят и излучают, и поглощают свет
как правило, на миллиметровых, на долях миллиметров, то есть в миллиметровом диапазоне радиоволн. Таких радиотелескопов долгое время не было, но они недавно появились. Перед вами такая условная картинка, как астрономы постепенно, год от года, поднимаются все выше и выше над Землей в разреженные слои атмосферы. Для чего? Ну, это и в оптике полезно. Чем меньше воздуха у вас над головой, тем он прозрачнее. Но особенно полезно для радиоастрономии миллиметрового диапазона. Она особенно чувствительна к поглощению в воздухе. И вот недавно появились телескопы, например, телескоп имени Джеймса Клерка Максвелла, который стоит на вершине горы старого вулкана Мауна-Кеа на острове Гавайи, высота 4 километра. Это замечательная машина, очень совершенный, очень тонко настроенный инструмент. Вот такая. Впервые, кстати говоря, для радиотелескопа пришлось соорудить башню, укрытие, настолько чувствительно к пыли, к воздуху его радиоантенна. Вот это внутри башни сфотографирована его антенна сзади, вся ее конструкция видна, а это, собственно, отражающая поверхность, очень точная, параболоид такой абсолютно точный. Тут еще одно зеркало и там приемная аппаратура. Почему я показываю эту антенну? Потому что впервые с ее помощью стали искать фосфин в атмосфере Венеры. Навели на Венеру просто для проверки. А вдруг там тоже есть что-нибудь такое? Навели и увидели. Но этот радиотелескоп все-таки слабоват. И тогда попросили проверить это открытие более мощный радиоинструмент. Это радиотелескоп ALMA. ALMA — это значит атакамский, большой, миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов радиокомплекс. Это даже не одна антенна, а много антенн, там 64 антенны. И они стоят на километр выше, не на 4, а на 5-километровой высоты горе на севере Чили, там такая гора Чехнантор, такая горная пустыня. И это, конечно, самый крутой радиоастрономический прибор, и он подтвердил открытие, и в сентябре 2000-го было с большой помпой объявлено об открытии фосфина в атмосфере Венеры. Почему это было важно? Дело в том, что авторы этого открытия проверили все возможные источники фосфина. Он мог бы синтезироваться под действием солнечных ультрафиолетовых лучей в атмосфере Венеры сам. Он мог бы выбрасываться из вулканов, которых довольно много на Венере, но расчеты показали, что ни того, ни другого не хватает для производства фосфина в таких объемах, как он был обнаружен в атмосфере Венеры. И единственное, что подходило, это жизнедеятельность микробов. Вот они бы могли создать такое количество фосфина в атмосфере Венеры. Но разве выживут микробы в горячей атмосфере Венеры? Оказывается, выживут. Именно на высотах 55-60 километров температура комнатная, ну, порядка нуля, давление комнатное, и, вообще говоря, условия для развития жизни там вполне благоприятные. Это настолько важным открытием было, что европейские астрономы даже устроили определенный такой мощный вброс информации мировой. Они связались с некоторыми, вот я был в числе 2 астрономов, с которыми связались и европейцы, и американцы, и попросили нас подготовиться к этой сенсации научной, но никому об этом несколько дней не говорить. И мы подготовили материалы, и потом вот так ударным сообщением во всех средствах массовой информации объявили об этом открытии. Да, действительно, грандиозное открытие, если оно подтвердится. А вот с подтверждением оказалось не все так просто. Другая группа радиоастрономов попыталась наблюдать иные линии излучения и поглощения, это в основном линии поглощения фосфина, и не увидела их. И как бы опровергла это открытие. Сейчас идет дискуссия. Вот выходит одна за другой статьи, которые одни утверждают, другие закрывают это открытие. Самая последняя статья авторов этого открытия говорит, что да, мы проверили все, что могли, немножко меньше там фосфина, чем мы в первый раз об этом объявили, но все равно его слишком много, чтобы нечто, кроме микроорганизмов, могло его там создать. Пока
идет эта нормальная научная дискуссия, вполне нормальная дискуссия, мы выясняем истину. Пришло второе открытие, сообщение в том, что в атмосфере Венеры тоже с помощью радиоспектрографов обнаружен глицин. Я напомню, что глицин – это аминокислота. Правда, не очень, самая простая аминокислота, там 10 атомов всего, но это одна из 20 аминокислот, из которых состоят белки нашего организма, не только нашего, а всех живых существ на Земле. Это основа земной жизни. Правда, надо сказать, что глицин открывают и в межзвездных облаках, он довольно легко синтезируется на пылинках межзвездных, так что мы не знаем источника глицина, но он может быть основой для жизнедеятельности тех микроорганизмов, которые генерируют фосфин. Одним словом, Венера вдруг оказалась привлекательным местом для экзобиологов, для астробиологов, для космических биологов, которые совсем даже не ожидали, что эта планета может быть прибежищем жизни. А ведь должны были ожидать. Что такое зона жизни на Земле? Это толща океанской воды и несколько километров вверх от поверхности атмосферы. Дальше там так холодно, где мы на самолетах летаем в стратосфере, что там жизни быть не может. Ну, по крайней мере, развития жизни. А на Венере толстый облачный слой на высотах там, от 45 до 65 километров, он, вообще говоря, дает возможность развиваться жизни. Вот об этом как-то забывали, и вдруг Венера нам такой сюрприз преподнесла. Ну и последнее, что я хочу сказать. Мы постоянно убеждаемся, что условия для жизни в космосе крайне ограничены. И даже там, где они есть, жизни, как правило, нет. И поэтому надо беречь то, что у нас есть, нашу Землю, идеально приспособленную для жизни, и понимать, что это очень редкая возможность и редкое небесное тело, с которым нам повезло, на котором жизнь есть, и, я надеюсь, еще долго не прекратится. По крайней мере, надо ее беречь. Спасибо.